Нике Дарис Хентаргарион Лэнтон. Инскориот Нике Друта Кеси. Прежде чем она стала матерью драконов, королевой андалов и первых людей, разрушительницей оков и ужасом Вестероса, Дейенерис была никем. Не в смысле отсутствия сущности, а в смысле отсутствия права быть. Она – дитя разрушенного мира, рожденная не в пышных залах Валерианского дворца, а в хаосе, страхе и изгнании. Не на троне, а на корабле, кочующемся в бурю среди чужих холодных рук и безмолвного траура. Дейенерис Таргариен появилась на свет в момент падения всего, что должно было быть ее судьбой – династии, дома, корней. Ее род не просто проиграл, он был стерт с лица земли как позорная ошибка, как страшное проклятие. И это проклятие не по своей вине она унаследовала. С самого начала ее существования было тенью, отзвуком ушедшей эпохи. Она помнила Визериса как брата, он был для нее воплощением власти, страха и фанатичного гнева. Слишком юн, чтобы быть отцом, и слишком изломан, чтобы быть братом. Он стал зеркалом безумия, которое вечно смотрело на нее с укором. «Ты причина нашей нищеты, ты последняя надежда, ты долг». Визерис не любил, он требовал, он использовал ее тело, имя, кровь как товар, средство для возвращения трона, которого никогда не было. И Дейенерис училась молчать. Слова для нее были опасностью, жесты подозрением, чувства слабостью. Она выросла в изгнании, где все вокруг напоминало «ты здесь чужая». Каждый город, каждая гавань, каждый грязный переулок Эссоса не дом, а временное пристанище, где тебя могут продать, выдать, предать. И так формировалась ее психика, внутренняя пустота, внешняя маска безволной покорности. Там в этой череде серых дней, в этой жизни без любви, без идентичности, без настоящего, в ней медленно зарождался огонь, незримый, неощутимый, но упрямо теплый. Он не был ярким пламенем, он был похож на угли под пеплом, терпеливые, затаенные, ожидающие. И с каждым унижением, с каждым взглядом сверху вниз, с каждым молчать, они разгорались. Этот ранний этап ее жизни не просто фон, а краеугольный камень всей ее последующей трансформации. Дейенерис не мечтала о власти, она жаждала места в мире. Не трона, а права на существование. И именно потому, что ее с рождения лишили всего, она стала тем, кто однажды заберет все. Но до этого годы внутреннего оцепенения. Страх стал языком, на котором она научилась говорить с миром. Подчинение – привычкой, а выживание – высшей формой силы. Она жила в мире, где никто не называл ее по имени с любовью, где прикосновение означало контроль, а доброта – манипуляцию. В таких условиях формируется не просто уязвимая душа, формируется фундамент для будущей жажды абсолютного контроля. Ведь кто однажды был вещью, с возрастом захочет стать богом. Психологически Дейенерис – это архетип раненой королевы, той, кого не признали, не защитили, не воспитали, но чья кровь кричала, что она нечто большее. И это внутреннее напряжение между тем, кем она себя чувствовала, и тем, как к ней относился мир, стало ее главным конфликтом, ее раной, ее топливом. Нике даор мориот еда. Я ямази везос, онде спонте никейла. Нике даор абра зальза, нике иса се абра зирулаги вивесе друрта, се сира линхентоле. Инскорки досо толи даор кирине. Если первая часть жизни Дейенерис – это безгласное выживание, то вторая – рождение голоса. Ни крика, ни мольбы, а командного, уверенного, обижающего, как жар ее драконов. Именно здесь начинается настоящая алхимия личности. Из страха рождается власть, из покорности – гнев, из уязвимости – жажда справедливости. Став женой Хала Дрого, Дейенерис впервые получает власть над своей судьбой. И это происходит не по доброй воле мира, а через внутренний взрыв. Момент, когда жертва отказывается быть жертвой.
Сначала она наивная, почти сломленная девочка, которую заставили выйти замуж за дикаря. Но очень скоро она находит в себе нечто первобытное. Не кровь Таргариенов, нет, пока еще не кровь, а интуитивную силу женщины, которую чувствует, что может управлять. Она учится влиять через ласку, взгляд, слово, учится нащупывать точки власти. И вдруг оказывается, что те, кто всегда сверху, зависят от нее. Это новое чувство, пьянящее, опасное, как первый глоток воздуха после долгого удушья. Смерть Хала, потеря ребенка, предательство ведьмы – все это вновь бросает ее в бездну. Но теперь она другая, она не ломается, она входит в пламя и выходит из него с драконами. Этот момент символичен. Старая Дейенерис умирает в огне, а рождается мать драконов. И вместе с этим рождением приходит новая психология. Теперь она больше не чувствует себя девочкой без имени, теперь у нее миссия. А миссия – это идеальное убежище для сломанной души. Она говорит, что хочет освободить мир и верит в это искренне, ведь освободив себя, она интуитивно хочет сделать то же с другими. Рабство, насилие, бесправие – все это вызывает в ней ярость, потому что она снова и снова видит в угнетенных саму себя. Ее борьба с тиранией – это попытка переписать свою биографию, словно разрушая цепи других, она вырывает из себя остатки старой боли. Но здесь кроется тонкая, смертельно важная деталь. Ее сострадание рождено не эмпатией, а травмой. Она не столько чувствует чужую боль, сколько не выносит ее зрелище, потому что оно напоминает ей о собственной беспомощности в прошлом. Вот почему она не просто освобождает, она сжигает, она карает, она требует, чтобы ее называли матерью, царицей, спасительницей. Потому что внутри нее все еще живет та же девочка, одинокая, униженная, брошенная, которой когда-то не дали даже имени. И теперь весь мир должен восполнить этот долг. Маази дрюта никейла нюхизмуня. Секирене кесрио сута дрюта нюхор. Эдрюта явестри. Она входит в Мейрин как освободительница, разрушая оковы, взращивает новое общество, но делает это жесткой уверенностью, что только ее путь верный. Она начинает требовать не просто свободы для народа, она требует любви, преданности, обожания. Она не замечает, как из спасительницы становится богиней. А мир не идеален, он сложен. Политика Мейрина оказывается грязной, неблагодарной, жестокой. Те, кого она освободила, не бегут за ней с цветами. Ее решения критикуют, ее власть оспаривает. И тогда в ней просыпается не правительница, а дитя, снова стоящее перед лицом предательства. И это дитя говорит: «Я больше никому не позволю причинить мне боль». С этого момента ее пламя становится не только защитой, но и орудием подавления. Когда ее союзники просят быть мягче, она слышит это как слабость. Когда ее советники предлагают компромиссы, она воспринимает это как предательство. В ее восприятии справедливость больше не терпит отлагательств. Сомнение – это измена. Нике Арли Абрарза Зирюри Ядаур и Вестраги. Селабе Суд Яхор Мас Вердагон Скорион Лентон. Нике Маз Вердагон. Психологически Дейенерис входит в стадию мессии, чье самосознание строится на образе жертвы-спасительницы. Она не видит грани между благими намерениями и фанатичной одержимостью. Она искренне верит, все, что она делает, во имя добра. Но ее понятие добра давно перестало быть универсальным, оно стало личным. И в этом корень трагедии. Пока еще она держится, пока рядом Тирион, Джорах, сэр Берристан, пока есть чужие голоса, вносящие сомнения в ее абсолют, но внутри уже идет медленный дрейф. От справедливости к суду, от милосердия к гневу, от свободы к подчинению. И самое страшное в этом всем, она не изменилась. Она все та же девочка, которой не дали выбора.
только теперь у нее есть драконы. Но пока она не знала этого, пока она всего лишь испуганная девочка в чужом платье, проданная за армию дикарю, со взглядом, в котором и обида, и жажда ласки, и бездонная, почти нечеловеческая тоска. Тоска по себе настоящей, по себе, которую еще никто не увидел. Ее путь начнется позже. Но именно в этой части, в тишине страха, в детстве, где не было дома, ни голоса, родилась та, кто однажды будет сжигать города во имя милосердия. Нике веттан костагон ментис толи арли, инбе дариус от удреси хонтес, эдрута. Если в первой части ее жизни Дейнерис – брошенное дитя без права на голос, а во второй – восставшая против мира освободительница, то в третьей она – фигура трагическая. Слишком сильная, чтобы ее остановили, слишком одинока, чтобы ее поняли, слишком раненая, чтобы различать любовь и предательство, добро и фанатизм, правду и абсолютную власть. Когда Дейнерис прибывает в Вестерос, в ней еще жива вера, ее там ждут, что народ поднимется, примет ее как спасительницу, как Таргариенов принимали когда-то. Она идет как наследница, как законная королева, как та, что сломала цепи и освободила тысячи. Но Вестерос не встречает ее с восхищением, ни трон, ни народ, ни знать не готовы склониться. Люди не доверяют. Советники играют в игры, а армии рассыпаются, а ее союзники один за другим гибнут или предают. Джорах умирает, Миссандею казнят, Варис шепчет за спиной, Тирион ошибается, Джон отдаляется. Каждая потеря не просто боль, это удар по последним нитям человечности, ведь именно в людях рядом с ней жила ее способность любить, сомневаться, быть мягкой. И вот теперь никого. Аэксия летагон толи, лодаор жора элагон. Дейнерис остается в замке драконьего камня с дрожащими руками и глазами, в которых больше нет слез, потому что слезы – это то, что могут позволить себе те, кого еще есть, кому обнять. Важно понимать, Дейнерис не становится безумной в один день, она не просыпается с мыслью «я хочу сжечь мир». Нет, это логическая последовательность, ее внутренняя история. Она верила в справедливость, но каждый раз, когда пыталась воплотить ее, мир сопротивлялся. Она верила в любовь, но каждый раз, когда открывалась, ее предавали. Она верила в свободу, но теперь видела, что свобода без страха невозможна. И наконец, она верила в то, что делает лучше. Но теперь каждый шаг к лучшему миру требовал все большего количества пепла. Маази даоры истас, инзирюла аринья засетоли эдрюта хен зирюла ондосо. Это не безумие, это жестокий фанатизм, рожденный из травмы и одиночества. Она уже не способна чувствовать сопереживание, потому что сама больше не чувствует себя частью человечества. Ее образ – миф, идея, знамя. Идеи не плачут, идеи не колеблются, идеи не останавливаются. Сцена разрушения Королевской гавани не столько акт ярости, сколько точка невозврата. Звон колоколов означает капитуляцию, но для Дейнерис это символ той самой системы, что всегда ее отвергала. Колокола не спасение, а издевка. Они напоминают, ты снова должна простить, ты снова должна быть великодушной. Но она больше не хочет прощать. Она пролетает над улицами, видит лица, такие же, как те, что когда-то проходили мимо ее страданий. И в этот момент рваный, беззвучный внутренний взрыв. Она принимает решение не как королева, а как черный огонь. Если старый мир не хочет меняться, он должен быть уничтожен. И она сжигает, не ради удовольствия, не от безумия, а потому что в ее восприятии иначе невозможно. Финальный парадокс – победа как катастрофа. Она выигрывает, но это победа без любви, без радости, без будущего. Даже Джон, ее последняя надежда на то, что можно быть любимой, не способен смотреть на нее с восхищением, только с ужасом. Он видит в ней тень ее отца.
Но проблема в том, что она не Эрис, она та, кого сделали чудовищем из лучших побуждений. Она не монстр по природе, она трагедия, выведенная из формулы. Отчуждение плюс миссия плюс сила без сдержек равно бог, который не может быть человеком. И в этой формуле нет места прощения. Ника истан суд ау паасагон синдрор. То ли паасагон суд Ника сепар. Джон убивает не женщину, он убивает идею, которая перестала быть человечной. Но он убивает и то, кто в детстве просто хотел, чтобы кто-то остался рядом, чтобы ее не продавали, не били, не предавали. Кто бы обнял и сказал: ты уже достойна, не за огонь, не за кровь, просто за то, что ты есть. Но ей этого не сказали, и потому она выбрала сжечь всех, кто молчал. Когда тело Дейенерис забирает Дроган, он уносит не только свою мать, он уносит с собой всю идею нового мира, построенного на крови. Пепел падает на руины города, на безмолвный трон, который она даже не успела занять, и все становится символом. Трон, который стал гробницей, победа, ставшая проклятием, женщина, ставшая мифом. Психологически Дейенерис – это античная трагедия, в которой жертва становится палачом не потому что хотела зла, а потому что не получила любви. Маази Никела Эдрута Сайна Гонсутровала. Нике Истон Скорион Иса. Се Скорион Костон Иса Хенли Столе.